Привет всем! Сегодня котик Вилли будет показывать характер. Будет спать там, где не положено. Будет назло папе морозить уши. Ну и всячески проявлять свои способности. Вот эта его демонстрация способностей будет разбита на две части. В начале ролика мы посмотрим на природу и на котика. Потом мы посмотрим с вами 11-й альбом наших любимцев. И в конце ролика котик покажет себя во всей красе. Итак, приступаем. Это у нас Австрия, Каринтия, Асяхерзея. Лебеди отправляются. Кстати, за мной ролик про то, как лебеди наносят ответный удар. Вилечка, что тебе надо-то? А? Папа хочет немножко в кресле посидеть. Тереться будем рукой. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, и руку мне лизать даже будет. Ну, вы видели вот этот сеанс необычайной любви. Котик, он очень опытный. Он понимает, что любовью можно достичь своей цели гораздо быстрее, чем какими-то другими поступками. Вот он меня вот так вот настойчиво любит. Мне всегда поражала его способность лежать точно посередине мозаики. То есть котик, он такой эстет, и он выбирает место ровно посередине мозаики и ложится. Он центр внимания. Подрагивает хвостом. Все его мысли там, сзади, у мисочки. Вот он направляется туда. Направляется, чтобы убедиться, что ничего особенного нету. Котик у нас немножко на диете. Как правильно заметили зрители, котик после зимы немножко прибавил. Немножко это около 1,5 килограмм, которые у него на сегодняшний день лишние. Но жизнь на даче активная. Ему приходится там лазить на крышу гаража, где он спит. Ему приходится бегать за мышами, ну, ходить по участку, опять же, лебеди кругом. Поэтому котик, я надеюсь, вот сочетание спорта и некоторой ограниченности меню ему помогут. А сейчас наши любимцы, 11-й альбом. Это у нас брошка. Хозяева Наташа и Алексей Волковы. Они живут в Словении. Мы с ними встречались. Красавица брошка. И еще у них живет котик Томми. Он мейн-кун. А это у нас Обамка и Пончик. Обамка – это вот котик, который там прячется, а Пончик его выслеживает. Ну, хозяйка Ангелина обеспечила им интересную игру. А еще у Ангелины есть вот это чудо. Такая параллельная кошка Ириска. А вот это у нас Глафира, Светлана и Валентина. Вот смотрите, какое у нее белое жабо и как она поставила свои лапки. Очень приличная кошечка. А вот это парочка Суса и Миша. А хозяйка Елена из Финляндии. Вот белый это у нас Миша. И Миша вот такой породы Scottish Stride. Интересная порода, и выражение на мордочке у него тоже очень интересное. А вот это у нас парочка друзей, Алекс и Семен. Хозяева Олеся и Роман. Вот. А вот это такая Кузя, хозяйки Светланы. Головка изогнута. И вообще Кузя такой задумчивый котик. И беленький. А вот это у нас Мурзя. Хозяйки Инны. Мурзя живет в Калифорнии. Это такая калифорнийская кошечка.
А еще у них есть там птичка. Вот, их разделяет стекло, и они друг на друга смотрят. Интересно, что они думают при этом друг о друге. А вот это у нас Нюська, хозяйки Марины. Нюська очаровательна. Заглядывает, что там на столе есть интересного. А вот этот красавец, это Рудольф. Хозяева Оксана и Анатолий, они живут на Украине. Вот Рудольф, он брутальный, конечно, котик. А еще у Оксаны и Анатолия в Украине живут Юта и Алабама. Какая милая сцена. А вот это с галстуком папы Алексея Остапенко играет кот Персик. Ну, с галстуком вообще очень интересно играть. А вот это еще один Персик. Хозяйки Натальи. И этот Персик, он молодой, наивный и очаровательный. А сейчас у нас рубрика «Помним и любим» о тех любимцах, которые ушли за радугу, и которых мы не можем забыть. Этот кролик – Афина. Ее помнит хозяйка Инна. Это пес Блэки, найденыш, хозяйки Натальи. Кошку-птичку помнит и любит Людмила Коляда. А Сникичку помнят и любят Нина и Евгений. На этом рубрика «Наши любимцы 11» закончена. Возвращаемся к котику Вилли. Ну, вот видите, на фоне светила котик сидит, и часть его свешивается с крыши гаража. Котик собирается показать какой-то номер. Сейчас увидим, какой это будет номер. Будет то самое отмораживание ушей назло папе. Вот. Смотрите, идет дождь. Папе проще, папа имеет капюшон. Он стоит себе в капюшоне и снимает котика. А котик сидит под крупными каплями дождя. Вот и говорит как бы: вот смотри, на какие подвиги я способен. И делай выводы. А я смотрю на него и делаю выводы. Что эта гадина мокрая потом придет в дом, естественно, куда-нибудь уляжется. Что и произошло. Немного погодя. Вот. Зачем надо сидеть под дождем, я не знаю. Ну вот сидит. И смотрит на меня периодически. Вижу ли я его геройство. А вот потом такие сцены у нас случаются. Захожу я в спальню, и вот он. Отдыхает, обсыхает. Ну как же не поспать-то, пока папы с мамой нету. То есть он просто вот заходит и посреди кровати, всей свою шерстью, ну так устраивается. И сейчас он делает вид, что спит. Хотя глаза-то подрагивают. Он понимает, что я уже зашел и что ему надо бы... Да, губками еще так делает. Он сейчас делает вид: ну, что ты сделаешь спящему? Не можешь же ты погнать спящего котика, да, папа? Вот. Изображает из себя. А я задумал новую серию роликов. Будет называться «Аксель Франк. Мир вещей». Про мир вещей, которые нас окружают. В следующем или через один сделаю первый ролик этой серии. Посмотрим, что получится. Вот он, котик Вилли. Я не мог удержаться, чтобы еще раз не показать вот эти кадры котиковой искренней любви. Вот. Особенно, когда он мне лизнул руку, мое сердце действительно дрогнуло. Ой. Ну
Ну, естественно, он получил свою креветку. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления и успехов вам!